Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре смешной вот такой вот танк, смешной, а может крутой, не знаю. Сейчас разберемся, шучу, все знаю. Гроб Трактор, либо сокращенно ГРТР, танк третьего левела, прем-танк Германии. Средний танк, средний уже, да, на третьем левеле, вот он средний. Выглядит как будто супер тяжелый. Танчик интересный. Вы видите его размеры, но вы не знаете, что у него хорошая подвижность, как для такого гроб трактора, да. И интересные моменты по пушке и по снарядам. Давайте все по порядку разбираться. Полноценный обзор по этой машине. Хороший, плохой, стоит ли иметь в ангаре, можно ли выкатывать в песок. Предлагаю уже по сложившейся традиции сначала посмотреть бронирование гроб трактора. Погнали. Итак, вот так вот он выглядит, наш гроб трактор, да, весь такой красный, спереди, там брони много. Так, 14, ой, 14, 14, 18, 14, 14, 14, в маске 14, здесь 8 в щеках, здесь 14, здесь 8. Ребята, забыли, в нем нету брони. Давайте поглядим его пушку. Брони нету, как у самой лютой ЛТшки. Вот просто по пушке. У нас здесь 110 альфа. Вау, 175 альфа на фугасах. Мелко бронированную технику с бронепробитием в 38 можем просто в 2 выстрела убирать. 5,5 секунды заряжается пушка. Долго, да. Общий ДПМ 1200 в минуту. 0,55 разброс не самый лучший, а вот сведение неплохое. 2,2, как для такого интересного короткоствольного орудия. Что касаемо оборудования. Господа. По оборудованию однозначно ставим турбину, чтобы придать ему получше подвижность, потому что она не самая лучшая подвижность. Вот, давайте глянем. Вот. Подвижность с турбиной 48 вперед, 14 назад, 16 лошадей на тонну. Без турбины он кажется очень медленно. Вот, и однозначно просветленку. У нас 375 метров на просветленочке. А как для третьего уровня это очень хороший обзор. Почти 400 метров. Вот. Это касаемо оборудования. По снарядам, вот здесь самое интересное. Нужно все это запоминать и прочее. Смотрите. У нас основной снаряд это бронебойный, летит 385 метров в секунду. И это самый важный момент и как бы изюминки, особенность этого танка, этой пушки. У него хорошая альфа на основных снарядах, на фугасах, но очень маленькая скорость полета. Это танк про стрельбу в упор. То есть на этом танке не получится играть на расстоянии, потому что бронебойные, кумулятивные снаряды голдовые и осколочно-фугасные летят как снаряды от арты, сначала улетают в небо, по-моему, приземляются в противника, и стрелять на них с упреждением вы никогда не попадете ни в один танк. Только в упор, если какая-то бронированная техника, голдой уничтожаете камулями. Либо, если мало бронированный, можно еще и влупить осколочно-фугасным на 175 урона. Да? Бронебойка летит чуть быстрее, и вот конкретно этим снарядом уже можно добивать, так сказать, каких-то там движущихся целей, пытаться добивать, но я смеюсь, ну что говорит 385, вы даже бронебойкой не попадете в танк. Вот, это касаемо снаряда. Снаряжение здесь стандартный комплект, ремка, аптечка, экипаж здесь у нас огромный, но у нас же гроб танк. Поэтому, да, сюда помещается много народу. У нас здесь 2 заряжающих, есть радист, есть наводчик, механик-водитель, есть командир. Вот, первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство качайте. Дальше, как показано в таблице. Поставили мы вот такое оборудование, экипаж у нас дохлый, да, здесь такой, где-то 3 перка, где-то даже 2 нету, да. Кстати, по УВН пушки здесь минус 12, но чем нам это поможет, учитывая, что мы сделаны из фольги конфетной, да, и поэтому, есть 12, это круто, да. Время сведения, кстати, 2.11 с экипажем поменьше стало, да, ДПМ чуть подрос, 1236, вот, заряжается пушка 5.34, круто. По ХП
По ХП у нас невероятные 570 ХП. Как для третьего левела, это просто танк практически чемпион. Вот. По мобильности мы смотрели, по незаметности, ну, сами понимаете, да, мы, во-первых, не ЛТХ, а средний танк и наши размеры, да, нас, от кусты нам будут вот так по пояс, любые, где танки прячутся, ну, а мы будем, ну, будем светиться везде. По обзору 375 мы это тоже смотрели. А давайте по плюсам и минусам танка. Минус танка: мы огромные, в нас легко попасть, просто танк невероятно больших размеров, это минус. А по броне это тоже минус, ее здесь просто нету вообще. Нас будут рвать фугасами. Кто знает бронирование этого танка, я имею в виду противники, да, они в вас не задумываясь будут стрелять фугасами, просто разрывать вас на части. Но я играл на этом танке уже, вот, боец один катал, да, и хочу сказать, что, ну, многие думают, что это, ой, супер бронированный танк. Гроб тракторов не так много в рендоме, их вообще нет. Вот ездишь, это редкость большая, да, и вот эти массивные размеры внушают противнику страх, они думают, что это броня. На самом деле брони-то здесь вообще нету. Ну, прям совсем, это минус. Дальше, по пушке, по снарядам, по скорости полета это жирный минус, но одновременно по пушке, альфа его и бронепробитие на голде, и даже, кстати, на фугасе, это жирный колоссальный плюс. По подвижности танк, как ни странно, хотя как, что ни странно, брони нет, соответственно, он едет. Он едет нормально, едет как такой даже подвижный, достаточно быстрый средний танк. Едет. Вот. А по незаметности, понятно, какая тут может быть незаметность. По обзору, кстати, все хорошо, реально. По обзору почти 400 метров. Все круто. Предлагаю уже отправляться в бой на гроб тракторе. Пощупаем, поездим, посмотрим, что это за танчик. Погнали! Так, попали мы на степи, попали к третьим левелам. Мы на танке, на среднем прям танке немецком третьего уровня. С футуристическим названием Гроб Трактор. Да, но он и похож на гроб. Гроб Трактор, ГРТР сокращенно. Сейчас мы проверим, насколько это хороший аппарат. Да, наш гроб Трактор. Так, куда же мы поедем? А давайте поедем сегодня налево от игры, да? Да, налево. Скорость у нас не самая мощная, но даже как бы этот гроб так-то не выглядел сумасшедшим, он все равно что-то доедет. А я что-то один поеду, а может он нам поможет? Сейчас мы обзор этого танчика запиликаем. Да, видали, какой разброс у нас? Ух, целую карту. Сейчас как больно кому-нибудь стукнет. Да, настоящий гроб трактор. Танков. Ну все, меня тут сейчас какашками смешает. Что это вы замешкались, парни?
job. Вот это вот плохо. Похоронили мы их атаку, отбились. Ну что хочу сказать, сводимся, промазали. Маленькая скорость полета снарядов накладывает определенные нюансы, конечно, на игру на этом агрегате. Да. Но между тем 860 даги мы выписали. Ну все, они там в кустики залезли в свои, сейчас будут сидеть из кустиков шмалякать. Пока отлетел. Ну, с моей скоростью полета. Ладно, косарь-100 уже дали. На гроб тракторе можно на нем играть? Можно. Но вперед я не поеду, потому что он меня завалит. Да нет. С такой скоростью полета. Да как? Как можно попасть в движущуюся цель? Минус этого танка, безусловно, это скорость полета снаряда. В данном случае мы голдой стреляли. А надо было ББХами. Вот на голде, конечно, не вариант. Все, добили БТ. Значит, ребята, в ближнем бою, вот как у меня начало боя развивалось, используем камули. То есть с хорошим пробитием, чтоб наверняка. Отстреливать подвижные цели нужно все-таки на обычных ББХ. Они летят более быстро, более точно. Не по параболе какой-то, да, а точно. Вот, я что-то подзабыл, что здесь сам рассказал вам и сам же забыл, да, то, что скорость полета это ББ лучше гораздо, чем голда. Засел лишь бы добить. Не, ну так никто не играет. Мастера взяли. Мастера на гроб тракторе взяли, господи. Ой, вообще смешно. Да, спасибо. Спасибо за все. Спасибо. 3-е место по урону. Короче, хорошее пробитие с хорошей альфой позволяет этому танку на 3-м левелах чувствовать себя достаточно комфортно.
Лишь бы союзники не тупили. Ребят, пишите свои комментарии, как вам этот танк, какое вы используете оборудование. Я этому танку ставлю плюс. Потому что да, он огромный, но у него есть все равно подвижность. У него хорошее пробитие на голде. Хорошая альфа, это очень важный момент. Минус огромный, это как голда у нас летает. Как у арты, просто запускаешь небо, и по-моему, она падает на противника. Но в упоре, на голде, must have разбирать танки. Так что подписывайтесь на канал, лайкосики. А я вам говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.